Всем привет! Ну что, готовы топить смартфон за соточку? Напоминаю, что вот эти все IP67, IP68 это не гарантия от утопления. Это у нас 14 Ultra. У меня тонул только Z60 Ultra от ZTE. А iPhone 14 Pro у меня входил просто в защиту. И Flip 5 от Samsung у меня тоже тонул, но его можно было бы бесплатно отремонтировать. Я просто тогда ступил и попросил его вскрыть. В итоге от смартфона за 70 тысяч рублей мне осталось 15 тысяч рублей. 14 Ultra обычно выживает. Я китайскую версию уже топил. Мучить его особо сильно не буду. Так, разумеется, не делать. Повторяюсь, 100-120 тысяч может для вас и не деньги, но все равно неприятно потом будет бегать и пытаться что-то там кому-то доказать. Вряд ли вам деньги вернут или восстановят хоть что-то. Пока все работает. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, которые настроены на то, чтобы сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi 14 Ultra глобальной версии, которую я приобрел на распродаже, он мне уже пришел. И сразу, разумеется, вы без меня знаете, что здесь 120 Гц экрана, плотность пикселей за 500 ppi, помимо этого еще и прямой экран, может быть чуть-чуть он и закруглен, но это не водопад вообще даже близко. Разумеется, металлическая рамка, разумеется, направленный микрофон. И переменная диафрагма, еще что туда запихали. IP68 можно топить, опять же не советую, потому что будете топить, как и я, он может и погибнуть. Если говорить о каких-то его суперспособностях, мне в подарок еще шел, помимо смартфона, так как я заказал в числе первых, кит. Это набор для фотографа, его я чуть-чуть разберу, но эта штука удобная. По поводу возможностей данного девайса. Помним, что у меня есть на китайскую версию уже обзор на канале, это раз. Два, на китайскую версию прожарка на канале, на китайскую версию обзор одним кадром. Вот получается 3 обзора. На эту версию у меня будет то же самое 3 обзора. И примеров фото и видео просто море. Скачивайте в моей личной телеге. И дальше уже сами делайте выводы, потому что, что бы я вам ни рассказал, помним, что некоторые ютуберы вообще красят примеры, когда им нужно в сравнении показать один телефон лучше другого. Я так не делаю, но в то же время помним, что YouTube после рендеринга, после того, как он обрабатывает, все равно каким-то образом видоизменяет картинку, и вы попробуйте закачать туда 100-гигабайтный видеоролик, на выхлопе вы получите сжатие до 2 гигабайт. Я буду сравнивать его с Samsung S24 на Snapdragon, насколько хорошо эта камера снимает, вы увидите. Разумеется, меня больше интересует ночная съемка. Разумеется, здесь просто лютейшая погремушка, но это абсолютно нормально, потому что здесь несколько модулей с оптической стабилизацией. Притом, когда ты активируешь камеру, разумеется, погремушки не слышно. И вау-эффекта у меня не было, было только от вот этого как раз комплекта для фото и видео. Почему? Ну, об этом вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется Xiaomi 14 Ultra Global Version, не Global ROM. Напоминаю, что может быть глобальная прошивка, но от этого смартфон глобальным не станет. У вас просто появится русский язык. В такой же упаковке, как и китайская версия смартфона, они поставляют. На упаковке есть стандартное название модели и краткая характеристика. Упаковка не премиальная, в комплекте мы имеем пластиковый чехол, притом не суперский и прям пластик-пластик. Краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой на экране, не лучшего, кстати, качества, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 90 Вт. Но здесь зависит от комплекта, у меня, допустим, вообще не было никакого блока питания, он у меня отдельно подарком на 120 Вт шел. Так же, как и фотокомплект. Но я, опять же, покупал в официальном магазине Xiaomi на Али. Может быть, кому-то другие комплекты пришли. Притом хочу отметить, что Photographer Kit, набор для фотографий, у меня был черного цвета, а сам смартфон белого. Такая подстава. Ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, карту памяти установить возможности нет. Также сразу отмечу, что поддержки eSIM тоже нет. И вопрос дня. В каком-нибудь OnePlus 12 глобальной версии, не перешитой китайки, а в глобальной, есть eSIM. А у Xiaomi 14 Ultra его нет. Вот такой вот псевдофлагман. Еще раз повторяю, что я заказал фотокит. Упаковка этого комплекта куда больше, чем упаковка самого смартфона, и выглядит смешно это чуть-чуть, если честно. В коробке находится специальный чехол, рукоятка, сменные кольца и ремешок. Рукоятка имеет встроенный аккумулятор на 1500 мАч и весит смарт вместе с комплектом 277 граммов. К слову, в порядке использования это очень удобная штуковина, хотя выглядит все максимально странно. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю один смартфон. Первые 3 месяца будет Poco X6 Pro. Условия просты: подписаться на этот канал, оставить любой комментарий
комментарий под любым из роликов, разумеется, поставить лайк и подписаться на телеграм-канал Скидок, при том, что свое имя в телеграме, чтобы я мог проверить на стриме, вы можете написать как в описании канала, так и через пробелы, опять же, разумеется, английским языком или русским, в комментариях. Перейдем же к обзору смартфона. У меня на руках белая расцветка данной модели, черная была в китайской версии. Китайскую версию я уже обозревал. Тыльная часть выполнена из веганской кожи, а рамка алюминиевая. Собрана глобальная версия так же, как и китайская. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли стандарта IP68. Китайскую версию я топил, да и глобальную версию, как вы могли заметить в начале ролика. Никого не обходит стороной эта участь. По эргономике дела обстоят также. Напоминаю, что на корпусе расположен экопорт, рельефная кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 2, 4 микрофона, направленный микрофон со стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией HiRes Audio и HiRes Audio Wireless. Качество звука отличное, но все же не лучше, чем у iPhone. Вибромотор линейный по оси X настраиваемый и в целом приятный, но по мне ему не хватает мощности, наверное, из-за того, что смарт очень габаритный и тяжелый, по этой причине он чуть-чуть не вывозит. Однозначно OnePlus с технологией Haptics он проигрывает. Bluetooth версии 5.4, список поддерживаемых кодеков вы видите на экране. Летим дальше. Смартфон оснащен жидкокристаллическим AMOLED C8 LTPO Adaptive Sync Pro дисплеем на 6,73 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей. Плотность пикселей в 522 ppi, это прям флагман, хотя мы видели и 600 у Sony, и технология LTPO от 1 до 120 Гц. Защитное стекло от Xiaomi не Corning Gorilla Glass, пиковая яркость 3000 нит, по моим замерам максимальная яркость 1200-1300 люксов, а пиковая получилась 1600. Имеется поддержка Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+, True Color, адаптивные цвета, адаптивный режим чтения, режим солнечного света и PWM затемнение 1920 Гц. Показатели шима по мне не радужные. Вы сейчас видите два прибора, один Radex, а второй у меня поверенный с двумя паспортами. И вот там, где поверенный с двумя паспортами, в нуле он показывает 49% шима. Если использовать Radex, то там все радужно до 15%. Кому доверять, решать вам. Мое дело максимально расширять обзоры для того, чтобы вы могли сделать выбор и сделать вывод. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран. Притом он не очень высоко расположен, как у OnePlus, допустим. Распознавание лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает быстро и корректно. Распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом. Завести можно до 2 лиц и 5 отпечатков пальцев, при том, что отпечаток может быть один и тот же, а лица могут быть разные. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра, с одним ядром Crime Core частотой 3,3 ГГц, тремя ядрами частотой 3,2 ГГц, двумя ядрами до 3 ГГц и еще двумя эффективными ядрами до 2,3 ГГц. Графический процессор с стандартным обвесом Adreno 750, система охлаждения Ice Loop от Xiaomi, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Операционная система HyperOS на базе Android 14 версии с русским языком. Она, разумеется, будет обновляться. К слову, даже обновы Photographer Kit прилетала. Хотя помним, что не на HyperOS, а на MIUI прилетала определенная обнова у Xiaomi, которая выводила смартфоны в ребут, и люди теряли все данные. Так что на HyperOS это тоже возможно, это же Xiaomi. Так что будем внимательны. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 версии. Вряд ли кого-то можно удивить, потому что даже OnePlus 12R он есть. Поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже, а вот поддержки eSIM нет. И здесь вопрос, какого лешего? Xiaomi, это глобалка, стоит космос. Почему нет eSIM? Для 4G все бенды на борту. Напоминаю, что в китайской версии нет 20-го бенда и плюс другая агрегация частот. Спутниковую связь убрали в глобалке, но теперь Android Auto работает без проблем. Для бесконтактной оплаты есть модуль NFC, устанавливаем MirPay и все, и оплачиваем. GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm, ловит быстро. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в китайской версии 5300 мАч. И здесь начинаются танцы с бубнами. Почему? Потому что в PC-марке данное устройство показывает довольно скромненькие циферки. Всего 6 часов 27 минут. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 90 Вт, беспроводную зарядку, реверсивную, при том, что магия начинается здесь тоже, зарядка интересная. У меня китайская версия заряжалась на где-то минуты 2 стабильно быстрее. Для примера, в китайской версии он за 13 минут у меня зарядился на 37%, а глобалка за 15 минут на 37%. И там была включена форсированная зарядка. Понятно, что глобалка за 55 минут у меня полностью зарядилась, а китайская версия за 52. Врубается вот этот ускоренный режим зарядки через раз, какой-то рандом. У кого-то может и за 40 минут он заряжаться, я допускаю, при том, что у меня несколько Xiaomi-шных зарядок купленных, и плюс еще та, что шла с ним в подарок на 120 Вт, и родные кабеля, но почему-то не получаются у меня цифры, которые они обещают. Но это
это лирика, просто чтобы вы понимали, что не факт, что у вас будет все быстро и просто, как в рекламе. При просмотре ролика на YouTube по Wi-Fi в час уходит 5-6% заряда, в играх в среднем уходит 25-30% заряда. Но здесь магия в том, что он и яркость сбрасывает, и еще много всего. И я бы на вашем месте посмотрел мою прожарку на Xiaomi 14 Ultra китайскую версию и глобальная версия 4 числа на польза Live, не на польза стримы, тоже прожарка Xiaomi 14 Ultra. Посмотрите и оцените для себя. Всем, кому нужны игры, то лучше всего своими глазками посмотреть. По какой причине? В 3D-марке это дело у меня перегревалось, и половина теста он прошел вот того, что вы видите, в морозилке. И никакими способами и средствами не получалось. При том, что обычно он перегревался на 17-18 прогоне, но радости от этого все равно мало, потому что не вывозил. Про Antutu 1 миллион 899 тысяч баллов он выбивает. Storage тест у него все хорошо, 191 тысяча, хотя мы видели и выше циферки. И, в принципе, претензий по мощности 0 к нему. Но у меня есть претензии по камерам. Запотевали несколько раз, все с каждым разом меньше и меньше. Но факт в том, что они запотевают довольно сильно. Первый момент у меня даже было ощущение, что там есть капля. Сразу предупреждаю, что и в Xiaomi 14 глобальной версии, и в Xiaomi 14 Ultra китайской версии у меня поцарапался блок камер. Это минимально, такое ощущение, что ластиком водили. Но и тот, и другой смартфон был мной протестирован в разное время. Ношу я их в одной и той же сумке, все смарты. Другие смарты с модулями, все в порядке. iPhone 15 Pro Max уже у меня 8 месяцев пережил всего чего. Притом и до этого 14 Pro Max также пережил. Над камерами Xiaomi работали совместно с Leica. По камерам изменений нет. Все тот же основной сенсор LYT 900 на 50 мегапикселей с переменной апертурой от 1.6 до 4.0. И это круто. Есть автостаб, фокусное расстояние 23 мм, лазерная автофокусировка с разрешением видеосъемки 8К 24 FPS, 4К 120 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Далее есть телеобъектив AMX 858 на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, фокусным расстоянием в 75 мм, оптической стабилизацией, поддержкой макрорежима в 10 см и автофокусировкой. Перископ также на 50 мегапикселей AMX 858 с апертурой 2.5, фокусным расстоянием в 120 мм, оптической стабилизацией, макрорежимом в 30 см и автофокусировкой. Последний сенсор с тыльной части — это сверхширик AMX 858 на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса, апертура 1.8, фокусным расстоянием в 12 мм и автофокусировкой. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится в верхней части экрана по центру с апертурой 2.0, углом обзора в 90 градусов и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сравнение с Samsung S24 на Snap вы сейчас увидите. Ну что же, основной модуль 4К 60 FPS на оба смарта X1, S24 против Xiaomi 14 Ultra. 4К 60 FPS. Для того, чтобы вам оценить всю глубину глубин, вам достаточно, мне кажется, будет минуты. Почему? Потому что есть у меня ощущение, что Xiaomi не допилила, а Samsung допиливать и не планирует. Но, опять же, чтобы вы понимали, что в устройствах, у которых разница в стоимости практически в 2 раза, съемка днем будет плюс-минус одинаковая. Еще иногда вы будете видеть, как кто-то, кто не должен выигрывать, выигрывает. Опять же, это все ваша история. Вы сами решаете, что вам лучше. У Xiaomi сразу в 4К 60 FPS можно переключаться между ультрашириком и основным модулем. У Samsung нет. Теперь 4К 60 FPS ультраширик. У Samsung, к сожалению, нельзя переходить. Ты можешь сделать только X2. У Xiaomi можно делать X1, 2, 3.5, 3.2, 5.0 и X15 максимум. И это многим будет очень даже удобно. По поводу того, как то или другое устройство отрабатывает, сейчас вы увидите. И можем, в принципе, проверить это все дело на дереве. И раз. Колбасит, конечно, не по-детски Samsung по мне. И давайте медленно. Медленно, но верно. Обычно же вы так снимаете под какие-нибудь вертикальные видео. Снимаю я хотя в 4К 60 FPS, разумеется, вы видите примерно уже в 1080p. И немного фронталки 4К 60 FPS. Все стабильно просто. Роллинг шаттер. Опа. Вы ощущаете фронталка Xiaomi и фронталка дешевого Samsung? Может быть, это из-за освещения? Вот я сейчас пройдусь. Ну, относительно Samsung Xiaomi 14 Ultra. Вот какая вот все еще бездна. Ну, по мне это бездна. Хотя многие напишут, что мне вот нравится Xiaomi. Ну, а зря. 4К 60 FPS, ночь.
Два смартфона. И обратите внимание, как со светом работает Xiaomi и как со светом работает Samsung. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и это стандартно наша двухручная съемка коня в 4К 60 FPS. Насколько хорошо или плохо решать, как всегда, вам по поводу стаба и всего остального. Ну и Xiaomi имеет плюс, она может делать вот так, расширик. Samsung так не может делать вот так, зато много. Вот так вот в целом сможете снимать. И 4К 60 FPS, фронталка. Вот так будете себя снимать рядом с конем. За конем по полю идем, да? И вот так, против света. 4К 60 FPS, ночь. Вот такая вот съемка и работа со светом в этом месте. Исходники фото скачиваем. Как работает со светом с дальними объектами, вы видите. И Xiaomi здесь справляется, по-моему, лучше. Так, вот это 4К 30 FPS, притом оба могут уходить на ультраширик. И, разумеется, если на штативе, лучше снимать в 4К 30 FPS ночью. И вот так вы сможете снимать на основном модуле, так на ультраширике ночью. Хорошо-плохо решать всегда вам. Ну что, сравниваем два смартфона, и вот сейчас я, допустим, вам не показываю, где кто, ночные фотографии, две фотографии с одного, две с другого, барабанная дробь, и где вы думаете Xiaomi, слева Xiaomi. Вторая фотография, может быть, здесь что-то получилось? Что? И здесь Xiaomi. Третья фотография, работа со светом, и здесь Samsung. Вы думаете, я специально дергал Xiaomi-шный смарт? Ну вот здесь был недавно, наверное, смаз. Я не знаю почему. Здесь все пыталось мной сделано быть по красоте. Получилось ли это? Нет. Это к вопросу о том, что когда в видеосъемке вы видите, что Xiaomi хуже справляется с источниками освещения, фото то же самое. Если говорить про сравнение фото, то здесь не все так однозначно, потому что обратите внимание, что справа у меня Samsung, слева у меня Xiaomi, и я бы вам сказал, что вот Xiaomi мне нравится фото, несмотря на какие-то недостатки, чуть-чуть больше. Может быть, потому что акварель пошла у Samsung, видите, позади слишком много шумов, и мне размытие ближе от Xiaomi. Может быть, чисто из-за ощущений. Ну, ощущения у фото, разумеется, больше объема у Samsung. Разумеется, по цветам, кстати, по динамическому диапазону проигрывает у нас Xiaomi. По цветам Xiaomi выигрывает, то есть рубашка уже довольно блеклая. И в целом здесь в каком-то смысле паритет. Если говорим о видео, то там паритета даже близко нет, то здесь вот он по мне есть. Повторяюсь, исходники в личной ТГ. Да, и каждый раз, когда я сравниваю любые видео, понятно, там ничего не скажешь, а любые фото мне могут сказать, да я бы лучше сфотографировал, у тебя все трясется, надо таскать с собой штатив, нужно руки покрепче, ты специально хейтишь какое-то устройство. Ну вот смотрите, слева у нас Samsung, справа у меня Xiaomi. Где его хваленая оптическая стабилизация при фотографии? Я могу все понять, но вот смазов у Xiaomi у меня по какой-то причине намного больше. Я очень надеюсь, что они что-то там допилят. Понятно, что вот это вот здание с голубым цветом вытащено вообще просто непонятно откуда у Samsung. Понятно, что вот здесь у Xiaomi получилась полная беда относительно Samsung. Но в целом так сливать S24 у Xiaomi не должно. Опять же, это мое субъективное мнение. Ну и, разумеется, как говорится, если бы была задача продать, я бы вам вот эти все фотографии показал, сказал бы, вы посмотрите, как телевик отрабатывает, как классная объемная картинка, а вот здесь вот как будто вы на пленку в 90-х годах снимаете эффект непонятно чего, непонятно зачем. И еду можно фотографировать, в принципе, как и на смартфон за 1018 рублей, и за 10 тоже. И вот здесь он против света отработал, и помимо этого и фронталка отрабатывает, вот все естественно, все удобно, но, как говорится, все познается в сравнении. Когда ты открываешь вот такую фотографию, ты думаешь, какого лешего я должен платить за камерафон, когда он сливает другим субфлагманским камерафоном по полной программе. Скачивайте исходники, делайте выводы сами. По кружку мне правильно сказали, что кружок в ТГ какого-то тоже лешего у Xiaomi намного хуже, чем у iPhone, который был выпущен полгода назад. И в целом решать всегда вам. Смарт по железу отличный, ППО, как говорится, ждем-с.
1080p 30 fps, в движении ультраширик, основа 3.2 и X5. Ничего себе, здесь какие-то голубые штуки переподключения. Надеюсь, что вы их не видели. 4К 30 fps, ультраширик в HDR, основа 3.2 и X5. Здесь я не вижу, кстати, чтобы какая-то дичь была. X2, X1, 0.5. Ну давайте-ка посмотрим, как если плавненько. Жаль, колесико только экспозицию меняет. Но сейчас мы посмотрим, может быть, можно, наверное, функцию поменять на зум. Еще ультраширика. Как говорится, все бы было хорошо, но почему-то переключение мне не радует. Ну и теперь 4К 60 FPS без HDR. Переключение на 3.2, на 5.0. Да, 3.2, 5.0, X10 и X15 предел. Даже в X15 прилично все выглядит. X5. X2, X2, X1, ультраш. Ну и фронталка 4К 60 FPS. Напомню, что, к сожалению, на фронталку можно снимать, но переключаться на основной модуль с нее нельзя. То есть с фронтального на тыльную часть, на тыльную камеру, на основную. Вот. Вот так вы сможете себя снимать. Рядом идет стройка. Все как мы любим. Все максимально громко. Удобно, конечно, с видео этой штукой, то, что сразу переключается на основной модуль. На видео, точнее, от одной кнопки. А фото отдельная кнопка. Так, вот теперь этим рычажком зумирую. Посмотрим, как плавно можно делать. Это все рычажок. Попробую еще его скорость изменить. Держу двумя руками, и если вы видите какие-то вибрации от переключений, это не ко мне, а к смартфону. Как изменяется цвет, да? Вот так. Так, и не писать мне про хаос, что можно плавно, можно красиво. Конечно, можно, но вот если вы получаете себе смартфон, и вот сейчас я медленно его введу, и пытаетесь использовать его для зумирования вот это именно колесико, то более плавно, ну вот куда плавнее, вот как я еле-еле его трогаю, вот так оно будет у вас менять зум. Сейчас я попробую вывести на ультраширик и уже пальцем это делать. Пальцем, наверное, будет более плавно. Да, пальцем более плавно, но опять же скорость изменения зума надо выдерживать самому. И это X5, X10, X15. 4К 60 FPS, немного блогинга фулл на улице. Основа, ультраширик основа, телевик 3.2. Основа. Обязательно, если вас интересует этот смарт, посмотрите и обзор на Xiaomi 14 Ultra у меня китайской версии, посмотрите примеры фото и видео с китайской версии. И здесь чуть-чуть вкусовщина, потому что многие говорят, что железка хороша, но алгоритмы пока работают плохо. И вот как было в китайской версии, по мне также и в глобальной версии осталось, что алгоритмы пока работают по мне плохо. На каких-то фишках, если останавливаться, как Samsung, он переключать с основного модуля на фронтальный не может. И вот такие всякие мелочи, eSIM нет, еще чего-то нет, они, конечно, напрягают. Минусы: нет eSIM, даунгрейд по сравнению с китайской версией в определенных моментах. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, как всегда, долго, мучительно и противно. Если вы заряжены на покупку данного устройства, я бы советовал не слушать меня. Почему? Потому что я смотрю на все с точки зрения денег. Если говорить об этой железяке, да, кто-то успел ее купить за 80 тысяч, я таких не видел. Кому их послали, напишите, кто реально получил за 80 тысяч, еще и не оплачивая таможню. У меня он вышел в 97 тысяч вместе вот с подарочным комплектом и зарядником. И что я получил в итоге? Лучшая здесь фотография? Нет. Запотевают здесь камеры? Да. Тротлит здесь процессор какого-то лешего люта. Здесь лучшая вибра? Нет. Здесь лучший экран? Очень сомнительно, учитывая показатели шима. Здесь есть eSIM? Отсутствует.
И в сухом остатке у меня огромный смартфон с переменной диафрагмой, спасибо им за это. Если вы выбрали этот смарт и вам он обошелся в 80-100 тысяч, скорее всего вы сделали правильный выбор, даже если китайская версия без 20-го бенда. Если же вы хотите что-то дешевле, вполне возможно, в этом дешевле я вам говорю, что камеры не будут уступать этому устройству, раз. Два, какие-то камеры будут лучше, чем это устройство. И три, железо здесь топ, оптика топ, задумка топ. А по алгоритмам я бы поспорил. То есть мне фотографии с данного смарта, но это вкусовщина, нравится меньше. У вас может быть другая история, мне нравится меньше, как он работает со светом, чем многие другие смартфоны. У меня есть претензии к видео, у меня есть претензии к переключению модулей, что у него там вообще и баланс белого скачет, и цветовая температура, вообще все. Вы сами видели примеры. И если говорить про то, кто лучше может, кто-то может просто больше. Повторяюсь, Samsung могут переключаться на фронтальный модуль. Здесь у нас есть 120 FPS у 4К, но это не только у него, мы же об этом помним. По поводу этого устройства, повторяюсь, смотрите прожарку, повторяюсь, смотрите обзор одним кадром, 3 обзора на ультру, потому что когда ты тратишь 100 тысяч рублей на китайский флагман, то есть это даже не кореец, это даже не Samsung, то нужно 10 тысяч раз спросить у себя, стоит ли это того, потому что продавать будет непросто. Покафоны, да, улетают, да, какие-нибудь там смартфоны в районе 13T, 13T Pro у вас улетит. А вот это дело, это специфический продукт, это даже не Xiaomi 14 Global, который более-менее маленький. Это огромный смартфон с своими недостатками. В целом, девайсу от меня однозначное да, до сотки, если еще и с, как у меня, зарядкой и комплектом видеографа, то вообще супер. Сможете ли вы сделать на нем суперские фотографии? Да. Сможете ли сделать суперское видео? Да. Есть ли альтернативы? Тулярд. Добра и удачи вам, дорогие друзья.